Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю за вашу поддержку, за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Свет и тени. За что тебя ставят пример друзья и за что тебя пытаются высмеять враги. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. И в конце видео в качестве бонуса будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно, поэтому... пожалуйста, досмотрите до конца. Также присылайте любые вопросы, на которые хотели бы услышать ответ профессионального психолога. Обязательно отвечу. Твой образ в чужих глазах. Сияние для одних и бельмо для других. У нас говорят всегда. Но правда в том, что люди обсуждают, собственно, не вас, а свои чувства рядом с вами. То, как они на вас реагируют, да? Друзья подсвечивают ваш свет. То, что вдохновляет их быть лучше. Недоброжелатели же цепляются за ваши тени. Те качества, которые они не могут себе позволить, или в которых они проигрывают вам. Когда враг пытается вас высмеять, он просто ищет способ уменьшить вашу значимость, чтобы в конце концов не чувствовать себя таким мелким, ничтожным. Может быть, чувствует свою несостоятельность какую-то, да, в этот момент рядышком с вами. Неуспешность, да. Но то, что для них недостаток, для ваших людей, это ваша уникальность. Итак, ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Вас показывают как прекрасного друга, человек, который умеет радоваться победам, достижениям, опять-таки, ваших друзей, искренний, очень добрый, светлый. И друзья вас, вот самое главное, это вас они ценят, вашу искренность. Где-то как большой ребенок, умеете, опять-таки, радоваться мелочам, умеете, ну, знаете, наверное, в хорошем смысле даже, да, вовремя отпускать негатив и все-таки видеть свет в конце тоннеля. Какая вы? Так, прошлое. Что прошлое? Прошлое. Какая вы? Какая вы? Ух ты, очень интересно. Сейчас уточню. Последняя павлин, это на вас вышло? Это вы у меня так? Да нет. Мужчина. Спрашиваю, мужчина и карта князь. Да. И что с ним у вас? И что у вас с ним вместе? Карма, да? Понятно. Итак, читаем. Вот основная, первая карта «Друзья». Карта, видите, эта девочка смеется, с мальчиком за руки взялись. Очень искренний, добрый человек, светлый. Опять-таки, к вам многие тянутся, так как искренность вашу эту, она считывается. В прошлом показано, тут общение с какими-то хитрыми лисами, даже не с одним. Не с одним лисом хитрым, а с несколькими. Но это о том, что не один раз, может быть, вы наступали на какие-то грабли. Это болезненный был для вас урок, и вы закрылись. Вы уже знаете примерно, да, ну, такой типаж людей, которые, может быть, тут улыбаются, в то же время параллельно могут извлекать выгоду от общения с вами, манипулировать вами. Ну, потребители какие-то, да, или, в принципе, такие, ну, такое выражение некрасивое, но оно отражает суть, хитро сделанное. И мне показали, как будто бы это в прошлом это уже было, и вам, может быть, надоело опять-таки на эти грабли наступать, и вы тут научились защищаться. Может уже даже не сколько даже защищаться, сколько не подпускать к себе уже таких. То есть поработали над своими рамочками, границами. Уже, может быть, вас так уже не считывают вот эти хитрые лисы, как легкую добычу, как человека, которым можно легко так как-то покрутить, повертеть, использовать в своих целях. Показана вот эта карта «Переход на новый уровень». Это, скорее всего, о том, что вы этот урок уже прошли. Вы умнички, вы уже тут осознанные. Следующая карта, тут карта Муза. Яркая, харизматичная, сексуальная, привлекательная, райская птичка. Видите, цветная карта какая. Женщина, которая умеет привлекать к себе внимание, знает акцент на чем сделать, на своих достоинствах, да, в плане там подчеркнуть там какие-то
достоинства женские свои, акцент на этом сделать. Но тут еще основное, это, повторюсь всегда, это ваша харизма, это ваша энергетическая наполненность, это то, что вы наполняете этим светом людей, можете вдохновлять, воодушевлять. Ну и с вами есть о чем поговорить. Вы умеете фокус внимания не просто привлечь, но и удерживать. Так, рядышком павлин. Я специально уточнила, это вы. И сразу у меня карта лабиринт. Мне показала не совсем вы. Я спрашиваю, это мужчина какой-то? И тут карта князь вышла. То есть, наряду с тем, что вы такая, вот тут карта этой музы, но при этом вы привлекаете в вашей жизни, может быть, присутствовал или присутствует этот вот мужчина какой-то. По карте павлин самовлюбленный мужчина, который себя никогда не обидит, да, люблю себя в искусстве, делает он прекрасно, также акцент тут на каких-то своих достоинствах, максимально минимизирует акцент на недостатки, которые есть у каждого из нас. В общем, тут может так себя преподнести, распиарить, что вы тут влюбляетесь в такого. И вообще, как будто бы думаете, у него нет недостатков, а у него и не есть, еще какие. Но при этом, когда вы уже влюбились, когда уже назад дороги нет, да, и вы готовы ради этого человека, ну, почти на все, на очень много, и тогда он уже может показывать вовсю свои какие-то там проявления, может быть, не очень красивые там. Опять какой-то шлейф из прошлого там во взаимоотношениях, его поступках. И вы подофигеваете, вы думаете, боже мой, какая картинка, как я на это все повелась. А на самом деле человек может поступать очень некрасиво. И быть вообще не тем, в которого вы влюбились. Ладно, тут смысл такой, тут достаточно эгоистичный человек, но он настолько может быть обаятелен и харизматичен, что ему можно очень многое прощать до поры до времени, да. Так вот, с этим человеком, вот по карте павлин и лабиринт, вы вполне возможно вошли в какие-то отношения такие туманные, да, когда вот бродили как ежик в тумане, может быть, до конца не понимали, кто он для вас, кто вы для него, да, самое главное, кем вы для него являетесь. Может быть, вам так хотелось вот рядышком с ним, раз он такой красавчик тут павлин, да, или вел себя так, то и вы тут, может быть, тоже были воодушевлены, крылья расправили. Но вы сами по себе такая, но рядышком с ним, возможно, вам хотелось стать лучшей версией самой себя. Ну и карта князь, он довольно-таки мог производить впечатление очень ресурсного, интересного. Я не говорю, что он не такой, он такой. Но, есть много но. Князь может проиграться как несвободный у кого-то это в принципе мужчина, для которого очень важно, это социальное мнение, положение в обществе, скажем так, тут материальный аспект для него очень важен. Тут мужчина довольно-таки практичный, прагматичный. Но мне показали, кто он для вас, карта карма. Вы друг для друга, извините. Кармические партнеры. Вы поменяли его жизнь, видение, может быть, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И он вас изменил. Хотел он, не хотел, но вы стали меняться. У кого-то это проснулись какие-то амбиции, у кого-то это проснулось желание изначально жить. Потом он мог втоптать это ваше желание жить, да, обесценить вашу любовь. Но потом вы смогли собрать себя по кусочкам и дальше выбрать себя, да, не больные какие-то ущербные взаимоотношения, а себя счастливую, наполненную, вне зависимости от того, присутствует в вашей жизни этот мужчина или нет. Вот эта карта «Переход на новый уровень», это опять-таки мне говорит о том, что вы тут множество этих уроков уже прошли. Вы тут, еще раз могу повторить, очень осознанная, мудрая женщина, которая не просто бегает по граблям, да, периодически хобби у нее такое, но уже там, может, со второго, с третьего раза делаете выводы и понимаете, да, не за что мне это дадина, это гадина, да. Шучу, это я никого не хочу оскорблять. Ну, за что мне эти испытания? А для чего мне это? Вот такая у меня ваша сигнификация вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, свет и тени. За что тебя ставят пример друзья и за что тебя пытаются высмеять враги. Первое у нас идет голос света. За какие качества тебя ценят и ставят в пример близкие люди. Сейчас, девочки. И отсюда мне захотелось. Следующая. Основа восхищения. Что именно в тебе вызывает уважение и желание равняться.
Следующее. Какую твою черту пытаются высмеять и обесценить? Ну, враги, недоброжелатели. Следующее. Почему же именно эта черта вызывает негатив? Это зависть, сравнение, внутренний конфликт. Если вам это интересно, да? Причина искажения. Почему же эта черта вызывает негатив? Вот так. Итак, как это проявляется? Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая критика, может быть, сплетни там какие-то, ну же не знаю. Как арсенал, да? Ой, вот так вот. И вот сюда 3. И твоя позиция. Как сохранять устойчивость и не зависеть от внешних оценок? Итак, начинаем. Первое у нас идет голос света. За какие качества тебя ценят и ставят в пример близкие люди? Ух ты, прям вышло у меня это сочетание, то, что было в вашей сигнификации. Это какой-то павлин мужчина, и рядышком ваша карта музы. Угу, ваши друзья. Тут карта ярость, змея, предупреждение. Ой, мне прям мурашки по коже. И карта сцена. Очень интересно. Ну, давайте так. Тут предупреждение. Мне эта карта напомнила туз мечей, да, в классике. Это, ну, предупреждение отчасти таки есть. Это самое главное, то, что я сейчас считываю. Это ваша мудрость, скорее всего, ценят и ставят пример близкие друзья. Ваша мудрость, ваша осознанность, ваше умение где-то, может быть, даже... Если вы попадаете в очень нехорошую какую-то ситуацию, там, где другой будет, там, не знаю, что там на себе волосы рвать, стенать, скорее всего, вы тут тут карта ярость, и в эту ярость можете направить в нужное русло, в правильное направление, в созидание, может быть, у кого-то это развитие карьеры, в принципе, работу над собой. Тут как будто бы вам... какие-то неприятности в вашей жизни, они добавляют, знаете, как топливо для раскрытия потенциала. Вот, ну, другими словами, вы становитесь сильнее, вы превозмогаете все эти трудности, идете вперед. Мало того, что идете вперед, тут с гордо поднятой головой, с уважением к самой себе. Опять-таки, еще за что вас уважают? За то, что тут какая-то эта история все-таки с этим павлином. Я не удивлюсь, если тут, может быть, с кем-то вы делились из своих подруг, да, история о том, что как могли влюбиться в какого-то такого павлинчика, да, самовлюбленного. Но ваши друзья берут с вас пример в чем? В том, что вы, может, разобрались в этой ситуации и себя выбрали. Где-то тут карта ярости, карта змея и предупреждение, и сцена. Где-то вы научились, может быть, противостоять манипуляциям. Тут у многих начали увлекаться психологией, ну, эзотерикой, может быть, да, но тут больше психология, как будто бы вы начали разговаривать, по крайней мере, считывать вот этого мужчину и такой типаж людей. Для многих вы можете действительно дать дельный совет во взаимоотношениях, и с вами интересно общаться, у вас богатый жизненный опыт, в том числе общение с какими-то мужчинами. Тут карта сцена, тут лис, опять-таки хитрый лис. Там, помните, у вас в вашей сигнификации выходила карта лисы, и у вас уже следующая карта была защита. То есть, я уже сказала, в прошлом, и рядом карта прошлого была, это о том, что в прошлом у вас был опыт с какими-то вот такими вот хитрыми людьми, ну, какими-то потребителями, может быть, в принципе, людьми, которые привыкли, может быть, всех использовать. И тут у вас карта предупреждения и карта сцена. Вы как будто бы видите уже все насквозь. Эти, как рентгеном просвечиваете.
Ну, опять какие-то, может быть, вторичные выгоды от взаимоотношений, да, людей. Ну, опять-таки, ложь какую-то, манипулятивность, неискренность, да, то же самое. И вас ценят ваши друзья и ставят пример по поводу того, что вы тут не останавливаетесь в собственном развитии. Мало того, вы интересуетесь очень многим. И если они попадают в какую-то такую, ну, им кажется, такая как это сказать, двусмысленная, да, какая-то ситуация, где до конца они, может быть, не уверены в том, как себя вести, до конца не уверены, что партнер испытывает в отношении них, да, то они, мне кажется, в первую очередь им очень интересно послушать ваше мнение. При этом они знают, что вы не будете, допустим, там слишком категоричны, да, вы можете быть хорошим психологом, выслушать все за и против, да, может быть, даже где-то стать на сторону этого какого-то, не знаю, человека, с которым в данный момент ваш друг там даже в контрах находится. А вы можете, как бы, не то в смысле, что вы будете адвокатом дьявола, нет, в том смысле, что у вас здравый подход, и ради того, чтобы просто заслужить там любовь и уважение своего друга, вы не пойдете на какое-то, вот, знаете, такое лицемерие. Ну, скорее всего, то, что вы думаете искренне, то вы и скажете. Другое дело, в какой форме, да? Ну, мне так вот, так показано. Ну, основное это мудрость, осознанность. Основное это ваше желание, знаете, улучшить свою жизнь, несмотря ни на что и вопреки всему. Да, как-то так. Но при этом используя вот как-то экологичные методы. Ну, как будто бы вот вам там, может быть, пытались палки в колеса ставить, да, у каждого там у нас в жизни свои испытания, а вы выходите достойно из этого всего. У вас сила есть, это внутренняя. Вот этим восторгаются. Так, основа восхищения. Что именно в тебе вызывает уважение и желание равняться? Но, в принципе, вас считают классным другом, искренне, добрый. Опять эта карта вышла. Вот, друзья, видите, мальчик, девочка держатся за руки. Вот они смеются, им так классно, кайфово. Это где-то какая-то ваша даже непосредственность, опять-таки, это умение вот этого вашего внутреннего ребенка вы далеко не прячете, вы его периодически, может, постоянно, да, впереди себя ведете и говорите: мир прекрасен, давайте радоваться жизни. Так, что именно вызывает уважение, желание равняться. При этом, знаете, ваша вот эта вот детскость какая-то, да, но это часть вас, но при этом тут присутствует глубина, манкость. Для многих вы все-таки непрочитанная книга все равно остаетесь. То есть с вами начинаешь о чем-то общаться, да, классно, искренне все, но при этом тут же возникает в голове такие мысли: боже мой, а она и в этой какой-то сфере, там, у нее знания, какие-то познания есть, еще она о том, можно с ней поговорить, да, еще она то что-то знает, ну, как-то так, ну, разносторонняя развитая личность, глубина ваша, тут уважение, желание равняться, ваша сексуальность, привлекательность, женственность, луна — это покровитель женщин, тут вообще ваша вот фатальность, фатальная луна для многих, ну, вы ассоциируетесь. Для ваших друзей, для многих это роковая женщина. Это женщина, которая, если она захочет, то мужчина будет ее. Другое дело, захотите ли вы. Но и при этом опять-таки идет, смотрите, карта род. То есть для вас не приоритет где-то там, знаете, просто соблазнять каких-то мужчин, какие-то там такие, не знаю, шлейфы из этих мужских сердец оставлять. Нет, для вас очень важно, наряду с тем, что вы знаете, что вы привлекательны, да, и можете быть вот такой роковой, да, но при этом карта род. Для вас важны взаимоотношения, поддержка, уважение в семье. Вообще семья для вас очень важна. Членик дом. Уважение, желание равняться. Ну, тут у многих я буду считывать карта отшельник. Это ваши попытки, может быть, да, попытки где-то, может быть, вне семьи сепарироваться, может быть, от влияния даже где-то близких, родных, от каких-то навязанных установок. Вы ищете себя. По отшельнику вы задаете много вопросов, ответы на которые уже есть внутри вас. Это ваша мудрость, да. Но при этом запрос на развитие, вы не останавливаетесь. Вот это тоже вызывает уважение.
Но тут как-то, знаете, вот мне идет, вот смотрите, род, дальше отшельники, карта дом. Если бы дальше были другие там какие-то карты, говорящие там о карьере, там, или уж не знаю, там, успешном успехе, я бы по-другому прочла. Но тут вот, что вызывает уважение, что для вас очень важно держать этот баланс, эту гармонию. Для вас не вариант, да, просто там зачеркнуть взаимоотношения с близкими, все это зачеркнуть, да, и как будто бы, ну, отдалиться максимально. Нет, для вас важно гармонию соблюдать. При этом карта дом и отшельник, это с другой стороны, тут можно сказать, вы хотите создать это уютное гнездышко, и вы знаете все прелести нахождения в гармоничных там взаимоотношениях, но при этом вы хотите свободы для себя, свободы как личности, да, может личностный рост, становление, какие-то победы, которые не будут ассоциироваться там с вашим партнером или с вашим там ближайшим каким-то окружением, а они будут именно ваши какие-то мечты, они должны реализоваться, ваши идеи. Вот тут такое. Вот это вызывает уважение, желание равняться. Тут такая сила духа, тут как будто бы желание расти, развиваться, какие бы ни были преграды, это все как будто бы преодолею, пройду. Я все сумею. Семья очень важна, близкие важны, я беспокоюсь о них, но при этом я хочу и сама, конкретно сама чего-то достичь. Вне того, есть там у меня поддержка близких или нет, но это как будто бы есть какие-то мои мечты, истинно мои, исключительно мои. Такое вот. Так, тени, да? Какую твою черту пытаются высмеять или обесценить? Ну, ваши недоброжелатели. Ну вот смотрите, ваше желание где-то оторваться от коллектива. Сразу говорю, шепот этих теней, да, этих недоброжелателей. Какой-то женский коллектив, какой-то союз. Может быть, там, уже не знаю, у кого-то так называемое. Может быть, бывшие подруги, так называемые, бывшие коллеги. Причем этот женский коллектив, еще раз говорю. Вот вызывает их какие-то вот желание высмеять, обесценить. Это ваши попытки, может быть, оторваться от них, чего-то достичь одной. Знаете, как будто бы обесценивание вашего потенциала идет. Могут, ну да, вот тут как вот, смотрите, говорят, ну, пытайся, да, попытайся, может быть, чего-то там достичь, какие-то там ты цели перед собой ставишь, и тут тебе судьба подложит вот такой подарочек, да, как будто бы, ну, где-то какая-то установка, знаете, как при Советском Союзе была, да, будь как все, а что ты себе возомнила, что ты отрываешься от масс, от коллектива, тут какое-то такое, так, карта молния, желание и луна. Так, высмеять, обесценить. У кого-то это могут обесценить ваши попытки где-то себя реализовать и заработать деньги. Причем это опять-таки, это может быть что-то не то, что нестандартное, это то, что идет вразрез с их пониманием, с видением их мира, с видением их заработка. То есть какая-то ваша иная сфера деятельности, может быть, ваше хобби, ваше увлечение. Вот это вот вызывает вот такое какое-то вот желание посмеяться, обесценить. При этом, знаете, их, наверное, очень шокирует, если вы в моменте можете действительно зарабатывать деньги. И у многих тут зарабатывать деньги не то, что там чем-то даже нестандартным, а вот им кажется, допустим, что вот так можно зарабатывать деньги или иметь деньги вот за счет этого. И им очень непонятно источник дохода, непонятен ваш. Вот тут такое. Луна, и вот тут деньги, желания, молния, это все сюда. В принципе, как будто бы вы, если пытаетесь свою какую-то жизнь перестроить, по-новому перезапустить, может быть, даже новые какие-то контакты выстроить, взаимоотношения, опять-таки, новая работа, там, ну, как будто с чистого листа начать вот свою жизнь. Вот тут могут быть какое-то обесценивание, типа, да хватит уже пытаться, что, типа, даже у кого-то, что в таком возрасте уже. То есть в той серии никогда не были богаты, что и пытаться, да? Ну, это я утрирую, но вы поняли. Ну,
как будто бы тут какое-то сообщество, оно так вот какими-то глазами смотрит, вот такими уже, знаете, устоявшееся мнение о себе, может быть, вас какую-то категорию уже определила. И им непонятно ваши попытки вот тут, как вот, знаете, что она рыпается, что ей не сидится спокойно. Многие говорят, у нее и так все хорошо, что ей не имется. Что это за поиски там, то ли смысла жизни, то ли попытки оставить чисто после себя хорошее. И так хорошо все, сиди. Типа от добра добра не ищут. Тут тоже то же самое может быть. Но опять-таки ваш потенциал какой-то, ваши тут способности могут обесценивать. Кто-то может, тут Луна, это вот так вот как-то желание мне, тут также могут быть вот эти женские, знаете, какие-то вот эти язвительные какие-то замечания по поводу того, что, ну, знаете, молодость проходит, красота проходит, типа цени то, что есть. Вот так вот сейчас, как мне когда-то какая-то, не помню уже, давно какая-то подружка говорила, что молодость твоя быстро пройдет, красота, а ты все меняешь партнеров. Ну, утрированно, ну, типа, у нее на то время, не помню, сколько, 2 детей было или что-то такое у меня. Я тогда была 2-й раз замужем, по-моему, деток у меня не было. И вот и такой подтекст, свой взгляд, да, свои 5 копеек, типа, доскачешься, останешься одна там с 5 кошками. Ну, я утрирую, но вы поняли. Тут у кого-то такое вот идет. Тут какая-то, даже, знаете, какая-то зависть желчная такая. При этом они не понимают, что вам не имется. Ну, как будто вы с другого теста совершенно. Так, следующее. Причина, собственно, этого искажения. Почему именно вот эта вот черта какая-то вызывает негатив, может быть, зависть, сравнение, внутренний конфликт. Что именно? Ваша свобода, ваше свободолюбие, нежелание где-то прогибаться под вот эти вот токсичные правила, под устои какие-то, ваше нежелание, а нежелание пребывать, карта повешенной, утопленник, это сродни карте повешенной, да, тут смотрите, тут еще как крытая дорога, карта крест, а вы не соглашаетесь, вот они, может быть, говорят, ну вот так вот, да, вот что, женщина там может менять там свою жизнь, там кто-то там какие-то дает установки, да, вот. Все, после 40 жизнь закончена, там одни болячки, да, как говорят многие, знаете, уже такой какой-то пенсионный этот настрой. Да что там пытаться? А вы говорите, да нифига. Когда-то была Аллегрова, Ирина Аллегрова, она, я краткая помню, там какая-то цитата у нее, она говорит, пусть даже 101 будет, пофиг мне, что говорят, там, сколько у меня этих партнеров было. Ну вот 101, вот если мне с ним хорошо, значит, это мое, и вообще кому какое дело. Вот тут то же самое. Ну, может быть, не в отношении партнеров, тут может быть в отношении вообще какого-то окружения, вашего выбора, вашего вообще будущего, настоящего. Тут очень свободолюбивая женщина. Женщина, которую трудно как будто бы вот в какой-то серой массе вот маршировать, заставить, шагать там в одном направлении. Знаете, какой-то как стадо овец. Нет, тут женщина очень яркая индивидуальность. Скорее всего, вы такая с детства были. Ну, это зависть, это сравнение, соперничество тут. Соперничество, и при этом они понимают, что сколько бы они ни соперничали, карта ключ, у вас есть ключ, у вас есть доступ к тайной информации. Это о чем? Вы их считываете их настроение, вы их видите насквозь. То есть это где-то ваша интуиция, у кого-то увлечение психологией, эзотерикой. Тут соперничество очень сильное. Зависть, опять-таки. И восхищение даже вами какое-то. Тут они сравнивают свою, даже не сколько жизнь, а свои какие-то взгляды на жизнь, свои какие-то алгоритмы, вот как они, допустим, себя ведут. Вот тут для кого-то закрытая дорога, это все, это крест, это все, ну, у них даже не станет вопрос, не будет возникать вопрос, что по-другому как-то можно выстроить свою жизнь. А тут они смотрят, бабах, у вас похожая ситуация. Но вы вообще, с другой стороны, обошли, вы эту ситуацию как-то обыграли, вы еще в плюсе. И это сделали как ступенечкой к своему какому-то прекрасному настоящему будущему. То есть вы уроки эти проходите. И они такие стоят, офигевают, бесятся и говорят, а что, можно было так? Вот что-то из этой серии.
ключ, как будто бы у вас есть ключ к дверям, которые они, может быть, в эти двери бьются уже там десятки лет головой, вот просто бьются. А у вас этот ключик есть. Но это и вы сами этот ключик. Это ваши знания, это ваши навыки, это ваше видение мира, ваша осознанность. Ну, как-то так, девочки. Так, следующее. Как же это проявляется? Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая критика. Что это? Ну, для начала их вообще выбешивает ваша вот эта карта мораль, открытые ладони, ваше желание строить взаимоотношения в открытую. Давайте так, скорее всего, если они там что-то пытаются как-то шутить, да, то вы можете даже как-то обескуражить их своими какими-то прямыми искренними ответами или даже вопросами. Они могут быть озадачены, да, они настраиваются на какие-то вот эти вот подколочки, такие какие-то, знаете, едкие замечания. А вы тут что-то, может быть, так искренне как-то что-то скажете, и у них вот это и шутка повисает в воздухе, и, может быть, желание как-то вас клевать, на время они как застывают. У меня такое. Так, третье лица, полет, игра, подарочек, проклятие. Скрытая критика. Ты знаете как? Они даже не вам это все говорят. Они говорят это друг дружке за вашей спиной. Третьи лица. Вот тут кого-то вы выбешиваете. Кстати, вы можете разговаривать с каким-то человеком. Вы действительно с позиции открытых ладоней очень искренне можете говорить даже то, что вам там не нравится. Да? При этом карта звезда. Вы можете говорить о каких-то действительно тут и бытовых проблемах, но и это несет больше характер какой-то по звезде, это мечта, миссия, что-то действительно классное, доброе, светлое. Может быть, даже кто-то из вас делится тут какими-то своими мечтами, в принципе, чего вы бы хотели в жизни там, к чему стремитесь, к чему, может, достичь хотели бы. Даже так, девочки. А потом показано вот эти ваши вот, даже какие-то вот информация, да, какая-то, чем вы делитесь, передается третьим лицам. И вот эти вот третьи лица могут тут, как это сказать, обсасывать это все. Может быть, обесценивание какое-то сюда, критика, но это скрытая критика, это не вам в глаза. Опять-таки, больше там у меня выходило ваше свободолюбие, желание этого полета. И вот тут вот могут по этому поводу говорить, по поводу того, что вы тут все пытаетесь там чего-то достичь, к чему-то стремитесь. И вот могут над этим подшучивать. При этом я даже не знаю. Игра, подарок, проклятие. Сейчас я уточню, о чем это. Сарказм. То есть как будто бы могут подмечать весь негатив. Знаете, акцент делать не на ваших там действительно каких-то удачах, прорывах, достижениях, а на каких-то вот мелочах, вот каком-то негативе. Вот это могут раздувать, то есть, как вам сказать, максимально зачеркивает все классное, что у вас происходит в жизни, да, но при этом делая акцент на каких-то мелочах негативных. Как вот перекручивают что-то такое, как будто свое что-то туда вплетают, интерпретируют по-другому ситуацию. Вот как игра какая-то включается. Шутки, сарказм, обесценивание, скрытая критика. Вот опять у меня тут карта подарок, а с другой колоды карта подарок тоже такой своеобразный подарочек, но тут выскакивает злобный клоун. То есть, знаете, тут любое ваше действительно какое-то там достижение, и оно действительно будет классное, и вы от этого будете кайфовать. В моменте вам поулыбаются, да, может быть, даже что-то хорошее скажут, но не факт. Но тут друг с другом это будут обсуждать, вот тут вот эти вот ваши недоброжелатели, да, и будут, опять-таки, находить в этом подарочке какую-то фигню, какую-то, знаете, опять, другими словами, обесценивание. И через время, может быть, вы
опять-таки будете, основываясь на вот этих каких-то достижениях, идти вперед, да, выстраивать тут свои какие-то, опять-таки, ну, планы у вас, да, какие-то вы тут будете выстраивать, то они могут также, как будто, знаете, вспоминать о чем-то из прошлого, и там вспоминают нехорошее что-то, то, что вы там достигли, чего достигли, или на основе чего вы сделали вот такие вот какие-то умозаключения. Нет, они будут тут вас как будто пытаться уколоть за вот какие-то ваши там, даже не то, что неудачи, а может быть не совсем удачные попытки что-то там реализовать. Ну, вот что-то мне такое вот. Критика, тут такая критика, язвительная, вот такое что-то. Ну, мне, в принципе, показано, вы, скорее всего, вы от них и закрываетесь. По карте отшельник вы держите на вытянутую ручку, так называемых недоброжелателей, да. Но другое дело, тут же некоторые камуфлируются под друзей, да, под доброжелателей. Но мне показано, что вы все равно, вы очень быстро это считываете. Тут интуиция у вас развита прекрасно. Угу. Так, следующее. Твоя позиция. Как сохранять устойчивость и не зависеть от внешних оценок? Ой, понимаю, что в вашем окружении есть такие, к сожалению, они присутствуют. Вот те, которые вам улыбаются, глазки в лицо, да, за спиной держат этот кинжал. Диссонанс. То, что транслируют одно, да, на самом деле это совершенно другое несут. Заряд другой внутри. Так, как сохранять устойчивость, не зависеть от внешних оценок? Ну, смотрите, карта дьявол, карта молитва. Вы должны, и дальше карта лотос, ваша чистота. Плен и Абаддон, дьявол. Дьявол с одной стороны, дьявол с другой. Ну, говорят, что вся наша игра на сплошные... Ой, вся наша жизнь как игра, да, где-то можно так это читать. Тут соблазны, искушения, тут какие-то у вас могут быть предложения такие, и вовремя нужно сориентироваться, да, с кем вам по пути, с кем нет. Ладно, вам тут основное говорят карта молитва и карта лотоса. Это еще раз говорит о том, что у вас есть эта чистота помыслов, видение своей жизни, вот, и у вас есть свои какие-то моральные принципы, догмы, тут, да, то, что впитано с молоком матери, то, ну, без чего нет вас как личности, да, вот вы себя так идентифицируете. Вам говорят, вот оставайся такой, какая ты есть, придерживайся этих правил. Это, ну, позволит тебе избежать вот этих каких-то, тут карта плен и карта дьявол с этой стороны. Тут даже кому-то нужно не побояться, может быть, в очередной раз сказать «нет», когда все уже, там, человек уже привык, что вы никогда не отказываете, да, ему. Или он знает, что вам будет очень дискомфортно ему отказать, а вам нужно, если это будет выбор между вашим внутренним каким-то состоянием, да, покоя души, и как будто бы попытки, может быть, вы думаете, может быть, я обижу его, этого человека, то вам тут говорят, подумай о себе, о своей душе. Если ты в этот момент соглашаешься на то, что по дьяволу разрушает тебя и твою душу, то это не добро ты несешь, это даже лицемерие какое-то. Ты уничтожаешь себя, ты обесцениваешь себя. Тут вот что-то такое, девочки. Потому что, как я всегда говорю, двери закрываются, да, все тут вроде социальные, все общаются, дружат, да, приходят на помощь, вроде бы как, да, но потом двери закрываются, и каждый остается наедине сам с собой, со своей душой. Так вот, вам говорят, самое главное не предавать себя. Угу. Это очень ценно, то, что у вас есть. Этих искушений вокруг множество. Ну, одно из искушений, да, нравится многим, да, нравится нужно самой себе. Ой.
точки зрения психологии, восприятие одного и того же качества у другого человека сильно зависит от внутреннего состояния наблюдателя. То есть вот в каком состоянии этот ваш наблюдатель, там, через какие он прошел испытания. То есть тут этот ваш недоброжелатель, у него в жизни происходят там одни какие-то, ну, не знаю, происшествия. Он так смотрит на вас вот сквозь призму этого состояния. Потом у него в жизни все меняется, он по-другому вас оценивает. А вам под каждого подстраиваться и, знаете, вот это маневрировать смысл. Это потеря самого себя, это потеря времени, ресурсов собственных, шансов каких-то. Тут, другими словами, девочки, живите своей жизнью, понимайте ценность этой жизни вашей. В чем? У каждого смысл жизни свой, он ищет. И кайфуйте от того, что у вас есть это внутри этого, свет, чистота. Ну и люди, в принципе, склонны идеализировать те черты, которые соответствуют их ценностям или к которым они стремятся. И обесценивать те, которые вызывают у них чувство несоответствия или внутреннего напряжения. Поэтому, мои хорошие, одна и та же характеристика может восприниматься тут и как достоинство, и как недостаток. Это опять о том, что всем не будешь угодной, и, как это говорят, ты же там не золотой, там, не золотая монета, да, чтобы всем нравиться. Другими словами, любим, ценим все самое прекрасное, что в нас есть, да, и не позволяем нашему даже окружению обесценивать это прекрасное, да, но также видим все хорошее в окружающих. Все, мои хорошие, удачи вам во всем. Спасибо за то, что вы были со мной. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.